Тесто делим на 4 части. И раскатываем 4 лепешки. И последнюю, 4-ю. Лепешки нужно раскатывать кругло, не обрезать, а раскатывать кругло. Когда обрезаешь, она потом вот тут такое липкое, и у нас узоры не красивые, не четкие получаются. Все, вот 4 наши лепешки. Берем бумагу, всегда нужно делать на бумаге. Тогда не надо будет перекладывать ничего. Берем одну лепешку, смазываем растительным маслом. Меня спрашивали в комментариях, почему я не смазываю сливочным маслом. Я всегда смазываю растительным, мне не нужен лишний жир. И потом его нужно растапливать, и это все не нужно делать. Растительное масло больше всего сюда подходит. Посыпаю сахаром, можно мак, можно корицу, можно какао, да все, что у вас под рукой, и все, что вам нравится на вкус. Вторую лепешку. Смазываем. Маслом я смазываю не так, чтобы прям лилось масло, и не сильно сухо. Когда вот сильно течет, масло сильно смазывает,
она потом, когда в разрезе, видно, что там прослойки масла. Поэтому просто умеренно намазать и все. Снова сахар. Я в основном делаю просто сахар. Иногда еще беру мак. Мак я беру сухой. Можно, конечно, и заваренный, и запаренный мак. Но тогда разрезы не такие красивые. Такой мак в вареном виде прослаивать, это уже тогда надо не узорчатый, какую-нибудь просто плетенку делать. Тогда она подходит, а сюда она не очень подходит, такой мак. Начинка с мака. Сегодняшнее тесто я сделала специально, подходило оно у меня в тепле, не в холодильнике. В основном я делаю в холодильнике, чтобы оно подходило, с ним легче работать. Сегодня я решила сделать, чтобы оно подошло в тепле, чтобы показать, как с ним работать. Для тех, кто начинает, еще не делал мои способы, то лучше, конечно, начать с такого теста, которое в холодильнике подходит. Все, последнюю мы не смазываем и не посыпаем. Теперь размечаем, как всегда, на 8 частей. 8 треугольничков должно быть. Вот почему нужна пергаментная бумага. Ей можно крутить, вертеть куда хочешь, и удобно смотреть, где что нужно подправить, возможно. Теперь мы разрезаем вот так вот на 8 частей. Разметку я всегда делаю для того, чтобы потом удобнее разрезать было. Из этих 8 я буду делать две штуки. Один буду делать с начинкой, из 3 таких треугольничков, а один я сделаю из 5, он будет форма звездочки. Внутри будет форма звездочки внутри. Для этого я их сниму все. И также можно сделать с начинкой эту же форму звездочки, но я ее покажу как булочку, а вы уже потом сами смотрите, хотите с начинкой, хотите просто булочкой. В общем, треугольничек берем, кладем вот так вот. Вот так сложили, может быть так ближе будет, лучше видно. Вот так нажимаем один раз и нажимаем второй раз. У меня вот эти китайские палочки. Палочка всегда должна быть круглая, только круглая. Не вот этой стороной ножа, не тем более этой, и не пальцем, и не ладонью, ребром ладони. Только круглая, всегда только круглая. От нее вот так раскрываются наши слои. И наша задача тут, самое главное, вот, чтобы вот эти слои раскрылись. Если они не раскрываются, то это наш просто напрасный труд. Все, и вот эти теперь к серединке, вот эти 4 слоя к серединке. Вот так. Вот такая вот штучка. Покажу, может быть, так лучше видно, ближе. И теперь я кладу ее вот так. У меня теперь видно, вот как я разрезала. И вот так более-менее к центру кладем.
Потом, если нужно будет, можно будет вот тут подправить. Итак, мы делаем 5 штук. Мы можем вот так растянуть и просто их вот так сложить. Потом надавить раз и надавить два. Но когда мы нажимаем, у нас вот эти все уголки должны быть прижаты. Теперь берем вот эти все уголки. Поэтому мягкое тесто, не мягкое тесто, а когда тесто в тепле подходит, с ним очень сложно работать. Поэтому и те, кто еще не умеет с ним сильно работать, она не очень красиво потом получается. Поэтому я всегда рекомендую тесто с холодильника. И тесто с холодильника нисколько не хуже, а может быть даже лучше, чем тесто, которое в тепле подходит. И вот так мы делаем 5 штук. Снова берем вот эти все стороны, они у нас расходятся. Вот так можно растянуть, чтобы уголок к уголочку был вот так. Все уголочки были один к одному. Это самое главное, самое важное. Нажимаем так, чтобы и слои раскрылись, и чтобы она у нас не разрезать прям до самого конца. И уголочки, чтобы все были придавлены. Теперь берем вот эту сторону. Так вот, боком покажу, чтобы лучше видно было. И мне удобно, и вам лучше видно. Так, раз, и все слои раскрылись. И третье. И вот тут у нас вот так получится пятиконечная звезда. Еще 2 штуки сделаю, и потом уже видно будет, что это внутри звездочка у нас. Вот такая звездочка у меня получилась. После выпечки я ее смазала сиропом. Вот такой сироп, он у меня получился, этот сироп как раз на 2 булочки. Для этого я взяла вот столько воды, налила сюда в ковшик вот эту воду, пол ложечки вот столько насыпала кофе, вот кофе Gold, и вот 2 ложки сахара тоже сюда насыпала и скипятила чуть-чуть, ну может минутки 2 покипятила, чтобы она немножко погуще. Он сильно густо не делайте, он потом будет, постоит, он немножко еще гуще станет. И вот с ним смазала. Уже 1 раз я смазала, и теперь он погуще, можно еще раз смазать его. Если вы не любите смазывать или не любите, чтобы такой блеск, глянц был, то можно просто водой сбрызнуть и маслом каким-нибудь сливочным или каким-нибудь смазать. Он будет мягкий и тоже вкусный и красивый. Вот такая вот звездочка у меня получилась.